И как здесь его убивает! Забирает! Проекту Stand of 2 уже больше 5 лет, и вот где-то начиная с 2020-2021 года мы заметили, что в комьюнити очень популярна тема турниров. Поначалу мы поддерживали такое движение минимально, но потом поняли, что ребята хотят прогрессировать, они видят в этом развитие, хотят выйти на новый уровень. К нам пришло осознание, что мы готовы самостоятельно поддержать это движение, и решили, что нам нужна собственная киберспортивная лига. На самом деле мы провели не один турнир по дисциплине Stand of 2, и было круто узнать, что разработчики хотят запустить свою киберспортивную лигу, и, как мы знаем, ни одна лига не начинается без миноров. Доброго времени суток, друзья! Как обычно, для вас этот великолепный минор Stand of 2. А начиная с какого момента трансляции будут? С группового этапа, то есть у нас вот эти две группы, у нас будут все это будет стримиться. Квалификации стримить не будем. При подготовке к первому майнеру мы столкнулись с несколькими проблемами. Первое — это то, что было не так много времени, чтобы успеть подготовить качественный дизайн. И, наверное, второе — это нехватка талантов. Мы не знали, кого поставить на первой трансляции. У кого-то не было желания участвовать, кто-то был не готов. Очень круто наблюдать, как наша любимая дисциплина молниеносно развивается, но иногда это не играет нам на руку, потому что мы, например, сталкиваемся с нехваткой талантов. И если комментаторы из других дисциплин еще не успели адаптироваться, то игроки, которые только хотят стать комментаторами, еще не имеют достаточное количество опыта. И я очень надеюсь, что в ближайшем будущем все больше и больше молодых талантов будут радовать нас своим комментированием. Близкая игра была у них на первой карте на Расте. Мы работаем в офисе, нас 4 человек. Уже под конец трансляции, 8-часовой, уже сидят все уставшие. И я как-то тоже в кресле уже разлегся. У нас компьютеры стоят снизу под столами, и так получается, что я ногой задеваю кнопку компьютера, которая его отключает. У нас отключаются все компьютеры в офисе, и у меня мальчик успевает нажать отмену, чтобы компьютеры полностью не выключались. И мы успеваем вовремя восстановить трансляцию. Стоять начинает уже работать по полной программе, словно это 6-й игрок. Это интрига, друзья. А что сейчас происходит на карте, как вы думаете? Теперь у нас компьютеры стоят всегда сверху. Мы их поворачиваем стороной, чтобы нам было сложнее включать их и выключать. С чего смеешься? За мной наблюдает. При подготовке ко второму майнеру мы учли очень много моментов. Мы добавили 2 операторов, добавили реплей, сильно повысили качество и, наверное, больше следили за внутренней частью турнира. Я думаю, мы сделали огромную работу и провели второй майнер намного лучше. Я смотрел оба минора и видел, как Cyberstars с каждым эфиром повышают качество трансляции. Мне очень понравилось их отношение к комьюнити во время проведения отборочных турниров. И мы решили, что именно они должны этим заняться на мажоре. Всем добрый день, дамы и господа! Мы врываемся сразу с 2 лог в Stand of 2 Major by Infinix. Сегодня будет целый день игр, много хайлайтов и крутых моментов. 85%. Изначально Stand of 2 разрабатывался как соревновательный шутер, что позволило нам быстро привлечь киберспортивную аудиторию. У нас были высокие требования к мейджор-событию. В России не так много компаний, способных выдать такой уровень качества. Поэтому наш выбор пал на Electronic Mushroom. Одним из технологичных и интересных решений была виртуальная арена. Это красиво выглядело, погружало в мир будущего наших зрителей и увеличивало глубину просмотра. Соответственно, ребята сразу...
Я достаточно давно увлекаюсь киберспортом, примерно с 15 лет начал в качестве игрока ездить на киберспортивные турниры, затем решил попробовать себя в качестве комментатора, аналитика и ведущего на профессиональной студии бродкаста. Я получал каждый раз какие-то новые эмоции. Сначала это были эмоции и мандраж от того, что ты выступаешь на турнире перед публикой. Потом это были эмоции какого-то некоторого приятного адреналина и волнения. И благодаря этому я понял, что хочу сделать что-то такое, что поможет фанатам стендов пережить те же самые эмоции. Площадку для мажора искали очень интересно. Произошло это не с первого раза. Был большой перечень площадок. Ключевыми факторами выбора являлись наличие красивой входной зоны, комфортное размещение всех участников и зрителей и возможность ярко реализовать непосредственно само шоу. Ну и, конечно, техническое оснащение площадки. Мы ездили на несколько площадок. На каждой нам не нравилось что-то. Но когда мы приехали в 19:30 в Москву, первое, что я сказал, мажор будет здесь. Мы не хотели делать обычный офлайн-ивент, где люди просто приходят, садятся на свои места и смотрят трансляцию. Мы решили дать им возможность оказаться в центре события. Всем привет и добро пожаловать! Изначально вот мы с моей командой приехали, чтобы просто снять, значит, закулисье, как вот это вот все делается, потому что это вот первый официальный лан, вот, и хотелось бы об этом сделать вот отдельный большой ролик. И мне просто говорят, типа, Вадим, как насчет того, что ты будешь ведущим? Я такой... Что? Заходишь вместе с Фатусом, вот так вот спиной проходишь. Твоя задача находиться примерно вот тут. Я здесь. Да. На самом деле, это реально сюр, потому что все сложилось идеально. Изначально Веля должен был быть просто чуваком, который пару раз за эфир подошел бы к кому-то из зала и просто задал пару вопросов, а по итогу буквально за 20 минут до эфира все пришло к тому, что Веля начинал церемонию открытия. Я стоял за кулисами, у меня был мандраж, потому что я вот никак не хотелось накосячить, поэтому я всегда стоял, смотрел по расписанию, что там, кто зачем выходит, чтобы выйти, там отдаться залу полностью вот этими вот эмоциями. Он был первым человеком, который сказал вступительное слово. Он был первым человеком, который зарядил эмоциями весь зал, передал слово другому ведущему, и они в паре просто идеально отработали, как часы. Я не знаю, это просто какая-то магия была, потому что я очень сильно переживал на эту тему перед самим мажором, но когда это случилось, я понял, что вот именно так должно было быть 100%. Это судьба, и там, я не знаю, вселенная нас слышит. Между картами нам нужно было провести шоу-матч, на котором приглашенные блогеры должны были сыграть на смартфонах Note 12 Pro от Infinix. И главный судья, который устанавливал Standoff 2 на эти смартфоны, сказал, что одного из 10 смартфонов нет. Мы начали судорожно искать, потому что до начала шоу-матча оставалось буквально 15 минут. Мы заглянули в гримерки, на кухню, в штаб, уже начали опрашивать зрителей, потому что нам действительно нужен был этот смартфон. И потом оказалось, что один из судей просто дал погонять этот смартфон Люсику. И благо, что буквально за минуту до начала матча мы узнали об этом. Было очень приятно видеть столько неравнодушных фанатов в одном месте. Их эмоции, их поддержка команд. Все это было слышно даже через микрофоны комментаторов. Это было очень круто. На гранд-финал мажора я приехал уже как зритель.
И мне было очень приятно увидеть Самира Ризана, потому что до моей организаторской деятельности мы с ним играли в одной команде на протяжении года и впервые увиделись именно на сцене. И что запомнилось больше всего, слушай, у меня челюсть отвисла от шоу, которое было в начале с барабанщиками. Это просто вот я стоял, смотрел и думал, боже, я в этой истории, офигеть. Я был на куче разных киберспортивных кланов, видел всякое, но у нас на мажоре люди практически сразу разделились на два лагеря. Половина болела за Horizon, половина за Necessary. И было ощущение, что я попал на какой-то футбольный матч, где только дай волю болельщикам, они выбегут на поле и устроят финальную битву. И вот мне кажется, что без тех фанатов, которые были в зале, так круто бы не получилось. Я получил очень большой зрительский опыт, посмотрел на продакшн с другой стороны. Я очень сильно надеюсь, что в будущем мы совместно с Axel Bolt и Electronic Mushroom сделаем масштабные, крутые события. На следующий год у нас большие планы. На данный момент мы занимаемся поиском и привлечением партнеров. Мы верим в большое киберспортивное будущее игры Standoff 2. Год был очень тяжелым, но безумно кайфовым. Мы провели первый мажор в истории Standoff 2. Я надеюсь, что в 2023 году получится подарить всем крутые эмоции. И мы приложим все усилия, чтобы помочь Axel Bolt развивать киберспорт. В этом году мы планировали провести 7 киберспортивных событий, 4 майнор-турнира, 2 мажора и грандиозное событие в конце года Main Event, куда планировали привести команды из Бразилии и Европы. К сожалению, получилось не все, но мы обязательно будем идти к этой цели в следующем году. Третий килл!